чтобы ты сама в конце дня сказала себе: мы это сделали. Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу поговорить не о целях, не по успешном успехе, не про то, как стать лучшей версией себя. Мне хочется сегодня затронуть именно тему состояния, которое, на мой взгляд, то, что я вижу вокруг, сейчас есть у многих. Это то чувство, когда ты вроде живешь, у тебя все нормально, ну то есть все хорошо, но вот давящее такое чувство, что надо больше, надо сильнее, надо правильнее, то есть ты все время что-то не до. Вот особенно это знакомо тем, у кого с детства есть, вот, например, синдром отличника. Когда ты привыкаешь, что тебя оценивают по внешнему виду, по твоим достижениям, по тому, насколько хорошо ты справляешься. И вот со временем ты начинаешь бояться не самого процесса, а реакции других людей на какое-то твое действие. Что они подумают, как они меня оценят, а этого ли достаточно, а достаточно ли хорошо. Потом в какой-то момент жизни ты ловишь себя на мысли, что ну, когда-нибудь потом. Вот я вот это сделаю, вот потом, тогда вот это. Либо я сделаю это, когда я буду к этому готова. Когда вот я вот этого добьюсь, вот тогда. Даже многие какие-то покупки обычные, ты все равно откладываешь на потом, как будто ты должен вообще-то это еще и заслужить. Как будто сейчас еще рано, как будто ты сейчас еще не та версия себя. Но вот то, что я сейчас понимаю, что вот эта версия новой себя, она таким образом постоянно отодвигается все дальше и дальше, и дальше, и дальше. С каждым годом вот это обещание себе, что вот это мы возьмем, это мы себе купим, себе мы это позволим, и вот так будем о себе заботиться. Потом, когда я там достигну, значит, вот такого заработка, когда я вот это сделаю, тоже касается фигуры сюда же. То есть когда-то потом, и с каждым годом ты смотришь, как это когда-то потом все равно остается где-то дальше. То есть ты к этому никак не приближаешься из года в год. Растет только именно вот это недовольство собой, отчаяние. Начинает складываться понимание, что, может, идеального момента вообще не существует. Сейчас соцсети еще максимально это усиливают. Чужой успех, как у всех все получается, как все путешествуют, как все зарабатывают, у всех какие-то изменения в жизни. А ты как не до. Ощущение, что твой путь какой-то медленный, не такой стремительный, как у кого-то. То есть у тебя не такая яркая жизнь. Твой результат, который ты старался, чего-то достиг, он какой-то обычный, да и значит ты вообще какая-то не такая. Но здесь нужно понять, что 90% жизни любого человека – это обычная рутина. То есть то, что показываются, это праздники, это события, это вот такая часть. А вот этот огромный пласт – это просто обычные дни. И здесь вот как раз мое видение для того, чтобы комфортно себя чувствовать, не загонять себя, да, вот этот угол самобичевания, нужно разобраться со своей вот этой рутиной, то есть со своими обычными днями. Я считаю, что нужно начинать именно оттуда, потому что именно из вот этой рутины сложатся вот эти пиковые, классные, яркие моменты, которые будут для вас значимые, которые вы можете тоже демонстрировать, делиться, которые вы можете себе присваивать и кайфовать от них. Сейчас я хочу привести примеры, что помогает мне, потому что я с синдромом отличника и еще кучей разной ерунды в своей жизни за свое детство. И сейчас, оборачиваясь назад, я понимаю, что я очень многое с собой уже сделала, поработала, и мне стало намного легче. Я себя уже так не драконю. И вот я когда села подготовить это видео, я очень быстро накидала те действия, которые помогли мне к этому прийти. Это не что-то молниеносное, да, впрочем, как и везде, но это значительно меняет состояние. Первая простая привычка – это питание и зарядка. Про питание я вообще не могу не сказать, потому что ну, это супер важно. Конечно же, и плюс это моя еще деятельность. Вот питание как база, с этим нужно начинать работать. Для тех, кто хочет просто взять, повторить обычные продукты из обычного магазина,
Меню у меня уже есть. В описании оставлю ссылку под этим видео. Просто взять, повторить, увидеть результат. То есть питание отодвигаем, да, все-таки там разобрались. А вот зарядка, здесь мне хотелось остановиться бы немножко поподробнее. Просто зарядка. Не надо тащиться сразу в спортзал. Я не знаю, сколько лет я начинала и бросала, и начинала, и бросала. Был даже такой у меня период, что вот 1 января я реально пошла в зал. 1 января я встала и пошла. Я 3 месяца проходила в тренажерный зал, эти огромные сугробы, этот холод, который я терпеть не могу. Но я таскалась 3 раза в неделю в этот зал. Вот. Но как привычка в моей жизни это не осталось. И это было всегда. То есть я начинаю, я соблюдаю, но потом что-то происходит, и это все вот запал проходит, я сливаюсь. И так огромное количество лет. Сейчас я оборачиваюсь, я считаю, это уже больше 10 лет. Я уже больше 10 лет не могу прийти к фигуре своей мечты. У меня обычная фигура, у меня все в порядке с питанием. То есть как быть стройным человеком без физических нагрузок, я знаю. Вот, то есть без спорта. То есть можно просто питанием быть стройным человеком. Но фигура моей мечты – это не просто быть худым человеком, да, без лишнего веса. Это что-то немножко рельефное. Вот мне нравится такой вот объемистое, рельефное, ну, без перебора, но вот такой формат фигуры моей мечты. И мне для здоровья хотелось бы вот увеличить немножко свою мышечную массу, быть такой более упругой. Для этого, конечно же, нужен, спорт. И вот я в конце концов решила, что, Настя, вот мы так наскоком не можем, поэтому давай начнем с зарядки. Просто зарядки. Сначала я приобщила сюда детей. Сначала мы занимались просто с детьми. Это просто 5 минут. Я сначала просто вот с кровати вставала, даже иногда не вставала, уже ногами вертела. Просто 5 минут перед тем, как встать, я просто что-то делала. Элементарное. Я начала вот спускаться уже вниз на площадку, на спортивную возле дома, и там просто что-то делать. И с каждым разом я начала замечать, что я там и дольше, еще и дольше остаюсь. Потом я начала замечать, что моя фигура немножко меняется. Я специально вообще ничего не замеряла, я не смотрела после каждой тренировки в зеркало, потому что я понимаю, что если я сейчас не увижу никакого результата, а я его не увижу, потому что я еще толком ни хрена не сделала, я тут только привычку зарядки себе внедряю, то есть я как-то на ощупь там в душе начала замечать, что моя кожа стала упругой, но в зеркало я особо там как бы не зацикливала, себя не рассматривала, я сразу себе поставила, что я никаких результатов от этого не жду, вообще никаких. То есть то, что я сейчас делаю, это лучше, что я не делаю. А дальше разберемся и посмотрим. Потом, дальше, значит, когда началась все-таки зима, сезон дождей, я перешла на коврик. Вот сюда на коврик в комнату. То есть вечером я вот уже, допустим, посижу, поработаю, и мне хочется размяться. То есть тело начинает уже само просить: разомни меня. То есть я утром, вот то, что я оставила утром, пока готовлю, я там поверчу, покручу. Вот. Потом, значит, вот вечером стараюсь тоже на коврик лечь. То есть сопротивление к зарядке, оно минимальное. Не надо никуда тащиться, не надо собирать никакую сумку. Сколько раз я вот это уже проходила. И сумку я с вечера собирала, и вот прям себе это все ставила. Ни хрена это не работает, я вообще игнорировала эту сумку, там спала дальше и так далее. Для меня не работало. Поэтому здесь сопротивление я словила просто минимальное, потому что это можно перевалиться просто на коврик, на пол что-то подрыгаться, просто рилсы можно полистать с упражнениями, что-то в голове останется, что-то вспомнили со школьной скамьи, с университетской, из упражнений. Для начала пойдет. И вот таким способом привычка просто зарядки без сопротивления, она реально внедряется. И сейчас я уже заметила, получается, вот спустя 3 месяца, я не буду говорить, да, про какие-то результаты внешние, там, конечно, они минимальные, но они уже как бы есть. Самое ценное, что я для себя заметила, что у меня нет какого-то, что у меня нет того, чтобы мне, если надо прям пнуть и заставить что-то поделать. Ты себя уже не заставляешь идти это делать. Оно как бы вот уже само. И вот я считаю, что это самое ценное. Я наконец-то прогрессирую. И вот уже больше 3 месяцев я не сливаюсь. Я каждый день что-то делаю. И даже если день где-то у меня выпал,
то в конце дня я такая: ой, а я что-то сегодня ничего не сделала. И я 5-10 минут, ну я что-то там подрыгалась, поделала, да, подрыгалась. Это, потому что вначале это реально было как подрыгалась. Но это же лучше, чем ничего. Поэтому я очень рекомендую именно с минимального, вот с такого заходить. Следующий пункт – это сон. Я начала работать со сном, я изначально начала вести табличку, потом тоже, как обещала, расскажу, сниму про это видео. Я хотя бы начала фиксировать, во сколько я ложусь, во сколько я просыпаюсь и сколько это количество часов. То есть я начала за этим следить, уже узнала очень много нового и начала, конечно, с этим немного работать, это все сдвигать. И здесь уже тонко чувствуешь, когда получше, когда похуже, и ты видишь, что ага, здесь похуже, потому что ты здесь поменьше поспала, ага, здесь получше, потому что ты здесь спала со стальки-то до стальки-то. Здесь сон, значит, у нас лучше. И я таким образом поняла, что вот для меня, например, идеально ложиться с 10 до 11, потому что так я встаю утром рано, сама прекрасно встаю, обалденно себя чувствую. Но стоит мне, допустим, лечь спать около 12, а если и за 12, все. Если я даже просплю 8 часов, это будет такое себе. То есть, казалось бы, 8 часов поспать, ну, здорово, но чувствую я себя не так, как ложусь спать раньше. То есть, конечно, много книг я читала об этом, но вот на себе все равно понимаешь, как у тебя, только вот в процессе вот этого анализа. И я понимаю, что вот для меня, допустим, лучше, когда я сплю ближе к 9 часам. То есть не 8, а вот 8:30, там 8:40. То есть это лучше, когда 8 часов. То есть я понимаю, что я люблю, видимо, хорошо поспать, мне вот полноценно восстановиться нужно около 9 часов. И очень важно, во сколько я ложусь спать. Если я ложусь в 10 и 9 часов сплю, это вообще шикарно. Это просто я весь день нахожусь на пике на каком-то, то есть у меня реально такая продуктивность, у меня такое настроение, я не бубню, не хожу, у меня нет вот этой агрессии, то есть, ну, это совершенно другое состояние, это уже не развидеть. И вот таким образом хотя бы начать работать, то есть я даже не говорю о том, что все, с завтрашнего дня будильник на 10, все выключаем, телефон выключаем, встаем, в 5 утра магия утра, да, вот эта вся история. Нет, я здесь именно про то, чтобы вы вот таким образом под себя уже подобрали, проанализировали себя, поняли. Это просто огромнейший шаг в работе со сном. Следующий пункт, который мне супер помог и помогает сейчас, это уменьшение визуального шума. Что я здесь имею в виду? Тоже здесь я не хочу сказать о том, что нужно перестать скроллить рилсы, перестать смотреть различные соцсети. Я здесь не про это. Все-таки мы живем в 21 веке, это есть, от этого никуда не денешься, но нужно с этим работать. Вот, опять же, здесь я не про какие-то челленджи, я здесь про замену. Что делала я? Я вот эти рилсы, эту успешный успех, который позиционируется в каждом практически рилсе, вот эту вот постоянно тревогу свою, которая у меня там очень хорошенечко поднималась, я ее заменила. Я стала смотреть подкасты. То есть знакомиться с какими-то личностями. Я стала смотреть, как эти люди рассуждают, что у них я для себя могу взять. То есть где-то, ну, почти год. Я очень редко смотрела какие-то фильмы, но я вот этот весь короткий контент заменила на длинные подкасты. Я очень любила бизнес, различные подкасты, да, как бизнесмены пришли к своим целям, как они прошли этот путь. Там очень много ценного можно для себя взять. Но знаете, самое, что для меня было важным в этих подкастах, я в них находила мотивацию, я в них находила успокоение, что со мной все хорошо. То есть я все делаю правильно, ошибаться это нормально, нормально идти путь, что быть в процессе это нормально, делай шаг, даже если шаг назад, но неважно, ты все равно идешь. То есть меня очень сильно успокаивало, то есть я слышала, видела, как у других людей это бывает, потому что в моем окружении не было таких людей, которые могли бы со мной поделиться, рассказать, что Настюх, да все нормально, так у всех бывает, вон у того, у того. Поэтому я черпала эту информацию из подкастов, и мне это очень сильно помогало стабилизировать свое состояние. То есть я понимала, Настя,
с нами все хорошо. У всех бывают такие ситуации, провалы, не получается, получается. Во многом не дается это легко, труд. Вот все вот это как-то связывалось едино, я получала заряд мотивации, спокойствия. Поэтому, если кому-то тоже откликается, можно попробовать именно вот такой вариант. Также я заметила, что когда ты перестаешь постоянно быть в окружении информации по твоей работе, когда ты даешь пространство вот фильму, какому-то отвлечению от этого, у тебя появляются очень свежие идеи какие-то. И эти идеи, они кажутся такими банальными, такими на поверхности, но раньше ты их не замечал. Они как будто вот здесь были, но ты их не замечал, потому что ты вот постоянно в этой мешанине был. Поэтому я заметила для себя, что как только я разгребаю пространство, как только у меня есть разграничение со стальки до стальки, у меня работа, потом у меня отдых, потом время с семьей, воскресенье мой законный выходной. Когда эта система более-менее начала выстраиваться, тогда столько новых идей появилось, столько пространства в голове, поэтому вот стоит все-таки вот эти рилсы, вот это все коротенькое максимально убрать и заменить. Следующий пункт, который тоже я считаю крайне важен, это найти свое хобби. Это вязание, да, у кого-то спорт, хобби. Но, допустим, здесь мне, что лично помогло, это раскраски. Я изначально начала с раскрасок дочерей. Это произошло просто спонтанно. Вечером я устала, и, видимо, как-то интуитивно я понимала, что мне куда-то нужно эту энергию деть. Я девчонок уже положила спать, и я просто открыла их раскраску и начала раскрашивать. И поняла, что мне как-то легче становится. И я тут заметила, что мне нужно еще что-то, помимо работы, помимо семьи, куда будет вот эта энергия уходить. Ну, как бы вязание, да, вот эта вся история все-таки как-то мне не близка, поэтому вот я увидела именно с рисованием. Поэтому сейчас тоже есть огромное количество всяких интересных раскрасок для взрослых. А я, кстати, очень много картин по номерам сделала. Это вообще был супер какой-то, то есть очень здорово, мне очень нравилось, то есть вот это вот красками по номерам, что потом получается, было очень здорово. Поэтому понаблюдайте за собой, что вы любите делать, что вам нравится, к чему у вас вот эта интуитивная тоже чуйка есть, порисовать, повырезать, там всякие скретчинги есть, в общем, огромное же количество разных есть вариаций хобби, просто мы иногда даже не задумываемся, что они есть. Пазлы, к примеру, то есть какие-то пазлы большие пособирать, мне вот тоже очень нравится. Вот, поэтому думаю, сейчас девчонки подрастут, уже такие большие покупать. Вот, но пазлы тоже очень здорово. И вот здесь как раз можно еще своего ребенка внутреннего выгулить. Иногда кажется, что это ерунда какая-то, что не нужно тратить на это времени, особенно когда ты вот в этом достигаторстве находишься. Но это супер нужно. Супер важно, поэтому главное найти для тех, кто говорит, мне вообще ничего не нравится, никакого хобби у меня нет, вы просто еще не нашли. Просто надо пробовать, просто идти и пробовать очень много разных направлений, занятий, и вы точно что-то для себя найдете. Пятый пункт, который тоже я активно начала использовать и использую до сих пор, то есть это все остается со мной, вот, это трекеры. Вот, то есть здесь я рекомендую их изначально завести в таком формате максимально простом для вас, то есть просто расчертили, отметили для себя, что вам важно, что вы каждый день изо дня в день делаете, и просто понаблюдайте, что вы делаете, галочки, крестики поставьте, и в конце месяца вы увидите, куда уходит ваше время, сколько тут работы, сколько здесь как раз увидите, да, хобби, не хобби, то есть чем вы заняты. Здесь можно хорошенечко себя узнать. И вот здесь один из таких инсайтов, который первый ко мне пришел, я увидела, как много я делаю. И вот эта вот тревожность, что я не успеваю, все намного быстрее, чем я какая-то медленная, у меня ничего не получается. И здесь я просто увидела, что да это не так, ничего себе, сколько я делаю. И вот это упражнение, оно супер помогло мне тоже для того, чтобы успокоиться. Поэтому просто понаблюдайте за собой, и вы увидите, сколько всего вы делаете, либо не делаете, сколько можно заменить других занятий. А вы еще потом отлистаете сколько-то месяцев и увидите, что как было и как стало. И вопрос, что вы не движетесь вперед, он как бы сам собой отпадает, потому что вы видите, как вы движетесь. Просто вот это нужно наглядно нарисовать
и это увидеть. Развидеть уже не получится. Следующий пункт, который очень сильно мне помогает чувствовать себя более стабильной, не включаться в разные триггеры, это маленькое действие, маленький шаг, но каждый день. Я стараюсь не прыгать через 2 ступеньки каждый день. Я себя уже сфокусировала на том, что какое-то действие каждый день это уже лучше. Та же зарядка. Я себя, знаете, как хвалила вообще изначально, что я ее делаю. И я видела, что ага, я и вчера это сделала, и сегодня сделала. Вот это я молодец. То есть я не сразу побежала в тренажерный зал, который у меня на 1-м этаже, но в который я все равно не хожу. Вот. Но каждый день я делаю что-то. И в конце дня я, когда смотрю свой ежедневник, я там всегда как раз прописываю, я зачеркиваю и ставлю галочки. И я тоже, вот, допустим, вижу, сколько я сегодня шагов сделала вперед. То есть это дает мне осознание того, что я двигаюсь. Пускай мой шаг какой-то кривой, пускай я что-то там не доделала, но я что-то сделала, мой день не прошел впустую. И это дает просто невероятное чувство прожитого дня. Я вот не знаю, вот кому вот это знакомо, буду рада, если напишите в комментариях, что я часто себя стала сейчас на мыслях ловить. Перед тем, как мне неохота что-то делать, я представляю, как я кайфану в конце этого дня, когда я зачеркну это, поставлю галочку, и какое будет чувство облегчения, что я все-таки это сделала. И я иду и делаю. За вот этим обалденным чувством, когда ты уже сделал. Вот не знаю, вот у меня вот именно так начало складываться. То есть вот такая цепочка появилась. Для меня вот этот дофамин в конце дня, вот этим вот галочек, этих маленьких своих побед, он настолько важен, настолько мне приятен, что даже нелюбимые занятия, которые я там не хочу сегодня делать, мне там в лень, еще что-то, я их иду и делаю. Кстати, опять та же зарядка, которую я изначально не хотела делать. В конце дня я понимала, что я ее не сделала, мне надо бы ее сделать. И я представляю, как я ее зачеркну и скажу, мы сегодня снова сделали. И иду делаю. Поэтому предлагаю не требовать от себя идеальности, не настраиваться на эту идеальность, что когда-то будет идеально вот тогда. Делать эти шаги не для оценки, а для себя. Вот просто для того, чтобы ты сама в конце дня сказала себе, мы это сделали. И к слову о том, кто что подумает, я тоже потом уже только начала это понимать, да всем пофиг. Все настолько заняты собой, что на нас, по в общем-то счету, наплевать. Мы идем и думаем, что у нас там с нами что-то не то, а человек на это вообще не обращает внимания, он думает, что у него что-то не то. Это дает просто невероятную свободу. Ты можешь делать, ты можешь ошибаться сколько угодно. Тебя никто не оценивает, вообще никто. Поэтому мы можем делать вообще не идеально. Маленький шажочек каждый день. Все. Давайте пробовать, ошибаться, делать снова, идти не туда, разворачиваться, возвращаться. Но главное делать, быть в этом процессе, не зацикливаться на тех людях, которые вокруг, думать о себе, анализировать себя, заботиться о себе. Если вам это видео понравилось, я буду очень рада вашим лайкам. Для меня это просто огромная поддержка. Вот, поэтому благодарю вас за просмотр этого видео. До встречи в следующем.